Напомню, что манипуляция – это скрытый психологический прием, цель которого – получить ресурс жертвы, ничего не отдавая взамен. Какие ресурсы могут быть интересны игрокам? Основные – это секс, эмоции и материальные ресурсы. Но чаще это влияние, интеллект, пиар и продвижение, привлечение клиентов и даже вкусно поесть на халяву. Секс. Признаюсь, что я в 21 веке секс ресурсом не считаю. Благодаря социальным сетям получить интим можно в 2 клика. Но есть еще та категория манипуляторов, для которых это все-таки ресурс. Эмоции. Есть отдельная категория манипуляторов, которых волнует и исключительно психоэмоциональный ресурс. Они испытывают безграничное удовольствие, доводя жертву до психологического срыва. В этот момент они ощущают себя всемогущими. Есть даже психопаты, которые готовы содержать жертву, лишь бы только, приходя домой, иметь возможность срываться на ней и получать компенсацию своей шизе. Существует другое, отдельное направление получения эмоций. Правда заключается в том, что, как правило, у кукловода есть 3 жертвы. Первая – это та, что в активной разработке. Он ей поет песенки и танцует на парапете. Вторая, которой он активно пользуется в зависимости от того, в чем он нуждается в настоящий момент. С этой категорией кукловод находится в пике своей эмоциональной шкалы. Он удовлетворяется от игры, в которой он мастерски дергает за ниточки. И когда получает результат, куколка надоедает. Или наоборот заинтересовывает, пока он ищет способ привязать ниточку к новому месту. Но все равно куколка надоест, если не способна дать ничего, кроме эмоций. Но он может о ней вспомнить через год, если игра доставляла удовольствие. Есть еще 3-я жертва. Я ее называю распятая на кресте или ждун. Это та, которая приходит за поддержкой, вечно ждущая и всепонимающая, которая ему как личность неинтересна. Но когда в его жизни наступает черная полоса, депрессия, он идет к ней. Почему? Потому что она от него ничего не требует и всегда приголубит и поймет, расскажет, какой он хороший и как она его любит. Каждый раз она думает, что он наконец все понял. А на самом деле он приходит удовлетворить свое больное эго и поднять свою самооценку. А распятая ждет его годами, потому что убедила себя в том, что он любовь всей ее жизни. Вот такая боль. Потом она начинает предпринимать попытки забеременеть и определить его этим событием. А некоторым даже такой план удается воплотить в жизнь. Вопрос только, есть ли жизнь в такой жизни. Материальный ресурс. Это влиятельные, успешные личности, которыми манипулятор активно пользуется или пользовался и исчез, когда ресурс перестал быть нужным. Он может использовать любой из перечисленных пунктов, а возможно и все одновременно. Интеллект, влияние, знания, контакты, связи, опыт, публичность, деньги. Поэтому, если ты такая, и он пользовался, потом исчез и появился, значит, сейчас ему что-то нужно. Поэтому, чем большее влияние ты имеешь, тем больше вокруг тебя охотников и охотниц за твоим ресурсом. Будьте бдительны и имейте знания. В завершение скажу, что профессионала совершенно не интересует, что происходит в твоей личной жизни в настоящем периоде. Он уверен, что сможет разорвать любые отношения, потому что профессиональный способ нажатия на кнопки всегда сильнее. Если твоим ответом на его СМС станет «я замужем», наоборот, игра может стать для него еще интереснее. Поэтому иногда они появляются, потому что им на глаза попалось фото в социальной сети, на котором ты слишком счастлива. Ему непременно нужно это исправить, чтобы удовлетворить свою шизу. Смотрите более подробное видео на эту тему по ссылке в описании. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.